Боевую машину десанта третьей модификации БМД-3 постигла обычная для современной военной техники судьба. Она устарела сразу же после того, как стала поступать в войска в начале 90-х годов. Слабым местом оказалось вооружение. Оно не обеспечивало поражение современных танков, бронемашин, укрытой пехоты. Перед разработчиками была поставлена задача сконструировать принципиально новую машину. При этом за основу взяли шасси БМД-3, простое и надежное. Одна из главных задач, которая стоит перед разработчиками боевой техники, сделать ее максимально простой, чтобы солдат-срочник мог ее быстро освоить. Здесь все просто так же, как в автомобиле. Педаль газа, педаль тормоза, ручка выбора передач. Единственное отличие – это наличие штурвала вместо руля. И еще, перед началом движения необходимо подать звуковой сигнал. Поехали! Защитить легкий БМД так же, как танк, нельзя в принципе. Корпус четверки изготовлен из алюминиевых сплавов. Лобовая броня способна выдержать попадание снаряда калибром не более 30 мм. Боковая броня защищает разве что от стрелкового вооружения. Это не недостаток, а скорее фамильная черта всех легко бронированных боевых машин. Любая бронетехника, по сути, компромисс. Либо машина плавает и десантируется, либо это уже легкий танк. Для боевых машин десанта жизненно важно умение поражать цели на расстоянии. Чтобы победить, им нужно бить издали и бить первыми. Специально для БМД-4 был сконструирован полностью автоматизированный боевой модуль, который получил название «Бахча». Максимальный темп стрельбы из 100 мм орудия – 12 выстрелов в минуту. Для того, чтобы зарядить орудие любым из боеприпасов, нужно не более 6 секунд, и для этого достаточно просто нажать кнопку. Автоматическая пушка бьет со скорострельностью 300 выстрелов в минуту. В боекомплект БМД-4 входит 34 неуправляемых 100-мм снаряда, 4 противотанковых управляемых ракеты «Аркан», а также 500 снарядов для 30-мм автоматической пушки и огромный запас патронов для пулемета ПКТ. Вполне достаточно, чтобы вести настоящий бой. Основное достоинство четверки в том, что она может поражать цели с больших дистанций, то есть когда она практически недосягаема для огня противника. Основные боевые танки поражают цель, начиная с 2, максимум с 3 километров. БМД-4 способна поражать цели, начиная с 7 километров. Теоретически рота таких машин вполне в состоянии справиться с подразделением танков. Орудия БМД-4 бьют со снайперской точностью. Для высокоточного прицела наводчика захват цели не проблема. А если цель захвачена, то будет уничтожена практически со 100% гарантией. Точность поражения не зависит от того, стоит БМД или двигается, находится она на земле или на воде. Автомат сопровождения цели сам сделает всю работу. Оператору-наводчику остается только сжать гашетку. Машина в состоянии одинаково успешно вести боевые действия и днем, и ночью. Это обеспечивается специальными оптическими и тепловизионными приборами. Все данные о том, что происходит на поле боя, выводятся на мониторы. При этом есть возможность кругового обзора. БМД-4 способна вести огонь и по воздушным целям, благодаря увеличенному углу подъема ствола и современному баллистическому вычислителю.
Кроме того, БМД-4 оборудована спутниковой системой навигации GPS. В первую очередь она предназначена для нанесения артиллерийских ударов по закрытым позициям. Разведка сообщает координаты цели экипажу БМД, а дальше дело техники. Боевой модуль Бахча-У вполне может быть установлен и на других, более защищенных носителях. Уже ведутся работы по переоборудованию этим модулем боевых машин пехоты-2, а также танков Т-72, Т-55 и Т-62. Здесь очень много электроники, и на первый взгляд кажется, что всем этим будет сложно управлять. На самом деле это не сложнее, чем игра на домашнем компьютере. Такой же джойстик, такой же монитор. В настоящее время БМД-4 проходит войсковые испытания. По мнению специалистов, довольно успешно. Уже в ближайшее время машина поступит на вооружение всех частей ВДВ. Военные уверены, десантная четверка резко усилит огневую мощь крылатой пехоты, позволит ей решать самые сложные задачи без поддержки танков и артиллерии.